Смотрите, что придумали BRP. Для меня загадка, зачем мы это сделали. Но давайте попробуем разобрать. Иди сюда. Красиво подошел. Снимай кулак. Видите, вот здесь вот стоит ограничитель хода на кулаке. Вот этот вот прилив, и на него сверху закреплена такая стальная нахлобучка. Вот это сделано для того, чтобы вы не могли разгрузить подвеску при полностью вывернутом руле. Ну, то есть, возможно, они пытаются сохранить гранаты, чтобы вы там не давили тапку в пол на полностью вывешенном руле и на полностью вывешенных колесах, выкрученном руле и так далее. Возможно, они подумали о том, что ну какой-нибудь чайник будет ездить, в прыжке выкрутит руль слишком сильно, приземлится и сразу сделает уши. Ну, то есть, какая-то в этом, наверное, логика была. Но, опять же, мы говорим о том, что логика есть, но реализация этого вопроса немножечко хромает. Макс, опускай колесо потихонечку. Вот вы разгружаете подвеску, смотрим, что происходит. Вот она встает в этот упор. Андрюх, ты руль отпусти, не держи его. Видите, она пытается выправить колесо прямо. Ну, более прямо. То есть понятно, что оно не ставит его ровно, но оно его немножечко выворачивает обратно в сторону более прямого положения. За счет того, что у вас есть на рычаге есть такая приемная часть и на самом кулаке. И, соответственно, они когда заходят, они пытаются друг по другу проскользить. Поэтому пластина стоит стальная, потому что если у вас по алюминию будет скользить сталь, ну, это будет полная задница. У вас все это дело очень быстренько задерет, замнет, и это все работать не будет. То есть вот так вот это все выглядит. Давай посмотрим, как это происходит со стороны. Макс, опускай домкрат. Смотрим, что происходит с колесом. Оп, и оно попыталось встать прямо. Руль, соответственно, у вас повернулся. Все хорошо, но проблема вот в чем. Пошли поближе. Самая частая неисправность, которая следует за вот этим всем, у вас либо пытается здесь вырвать шаровую, либо пытается вот эту вот плоскость, куда вставляется шаровая, загнуть вот так вот вверх. Потому что, ну, здесь нету идеального скольжения. Несколько хороших ударов, и вот эту вот стальную пластину просто отсюда вышибает. И у вас начинает работать алюминий по стали. Он не скользит. Он просто задирает, рычаг задирает алюминий, и вот это вот выворота колеса не происходит. В итоге через какое-то количество покатушек, если вы там особенно ездите не сильно быстро, когда вы там переезжаете какую-то глубокую колею, пытаетесь еще вывернуть куда-то, да, то есть вы повернули руль, переезжаете эту колею, колеса у вас падают вниз, вы получаете просто удар вот здесь вот. У вас либо загибает вот эту пластину вверх, либо пытается вырвать шаровую. Ну, по сути, происходит все это одновременно, смотря что будет быстрее. Мы видели достаточно много вот этих вот частей на рычагах, которые загнуты вверх. Это все происходит вот из-за этого наплыва, который призван, ну, каким-то вот непонятным целям, которые я вам уже объяснял. Поэтому мы что делаем? Мы снимаем кулак, ну, мы, наверное, потом покажем, как это выглядит. А есть опиленные кулаки? Сейчас там полностью разобран. О, пошли на спортивной машине, посмотрим. Также, ну, я не знаю, есть ли смысл с домкратом показывать такое? Да нет, ну там все понятно. Вот, здесь был прилив. Видите, мы его просто под корень спиливаем. Теперь у вас на полностью вывешенной подвеске все вот это вот без проблем крутится и не пытается. То есть вот видите, что происходит? Если бы здесь был бы наплыв, у нас сейчас, когда подвеска разгружается, он просто бьет вот сюда рычагом, вот этим вот приливом. И либо загнет здесь, либо начнет долбить шаровую. Вот такой вот маленький лайфхак. Придумано это все не просто так. Мы видели много повреждений в этом узле, поэтому начали их спиливать.